Привет, друзья! Вы на канале Здесь Максис, и сегодня мы оказались в Дананге. Поехали! Каждый раз стараюсь зайти в местный магазин или на рынок и купить такие фруктики. Я себе взял мой любимый фобо, уточку, роллы разные. Не показывает скорость совсем. Прыгай! Вау, вообще вышка, просто вышка. Мы заходим на самое большое чертовое колесо в Дананге. Думаю, виды будут там просто шикарные. После заселения в отель мы сразу отправились на пляж посмотреть местный. Все очень похоже на Чанг. Такой длинный пляж. Вот здесь на много километров в одну сторону, километров на 10. Конца и края не видно. И вот в эту тоже длинный. И здесь такой холм, горы, прикольно. Красиво. Здесь какая-то фигура даже от Будды или кого-то видно. Надо туда на дроне долететь мне, посмотреть, что там конкретно. Ну, пляжик очень цивильный, красивый и чистый. Вроде мусора не видно так. Сейчас отправимся плавать. И, кстати, да, перед походом на пляж каждый раз стараюсь зайти в местный магазин или на рынок и купить такие фруктики пожевать. Вот дракона. В этот раз я купил дыньку. Арбузик купил обязательно. И вот это можно все сидеть и точить, смотря на море. Протестировали мы сейчас водичку. Водичка полная, огонь, очень теплая. Море очень чистое. Наверное, тоже больше 30 градусов, опять как на Чанге. И самое интересное, здесь волны. Много волн, интересно плавать и детям, и мне болтыхаться в них. Ну а чуть попозже, после пляжа, мы двинемся на мост Дракона, потому что сегодня выходной, суббота, и шоу только по выходным. Мы как раз удачно попали. Надеюсь, увидим это шоу в 9 вечера. Дананг – это один из крупнейших городов Вьетнама. Это не старый город, как Хайан, который мы видели в предыдущей серии, и не чисто туристический курорт, как на Чанг. Здесь больше про современный Вьетнам. С высоты хорошо видно, как город быстро растет. Широкие дороги, новые районы, высотки и длинная линия пляжа вдоль моря. При всем этом Дананг считается одним из самых чистых и комфортных городов страны. Сюда даже часто приезжают сами вьетнамцы из более шумных мегаполисов. Через весь город проходит река Хан, которая делит его на две части и задает общий вид города. Вдоль нее строят мосты, и у каждого свой дизайн. Самый известный из них, конечно же, Драконов мост, который по выходным еще и оживает. Отдельный плюс Дананга – это его расположение. Отсюда легко добраться до Хаяна, до перевала Хайван, а также до гор Бана, куда мы отправимся чуть позже. По сути, это удобная база для путешествий по центральному Вьетнаму. При этом сам город не перегружен туристами. Здесь больше пространства, больше воздуха и меньше хаоса, чем в других популярных местах. Дананг – это больше про баланс. Море, город, инфраструктура и нормальный ритм жизни без перегибов. А вот ночью Дананг выглядит совсем по-другому. Днем он кажется обычным современным городом, а с наступлением темноты появляется хоть какая-то визуальная динамика за счет огней, подсветки и движения. С высоты лучше всего видно реку Хан и мосты, которые становятся главными точками притяжения. Особенно выделяется Драконов мост. Подсветка делает его заметным даже издалека, и именно вокруг него концентрируется вся вечерняя жизнь. Сам город не выглядит перегруженным, огней достаточно, но без ощущения хаоса. Все довольно ровно, спокойно и даже немного пустовато по сравнению с тем же Начангом или Хошимином.
Ночной Дананг — это не про вау-картинку, а скорее про аккуратный, понятный городской пейзаж. Свет, дороги, движение машин и ровная геометрия улиц. Все выглядит просто, но при этом достаточно приятно, особенно с высоты. Сегодня первый день был такой на расслабоне, мы просто в море покупались, поиграли там в волейбол с вьетнамцами, просто поплавали, покушали вкусной еды. Сейчас вечером решили прогуляться немного, посмотреть обстановку. Здесь, конечно, движение чуть меньше, чем в Начанге, но также людно, ездят машины, настоящий живой город. Ну а мы едем смотреть мост дракона. Итак, друзья, пришли мы посмотреть на дракона, но здесь начался жесткий ливень. Все люди спрятались под навес и будут ждать дракона здесь. Надеюсь, через полчаса он закончится, и мы посмотрим это шоу, которое нам обещали, должно быть очень завораживающим. А здесь, кстати, по правую сторону есть ночной рынок. Я обязательно туда зайду, посмотрю, что там за безделушки продают. Может быть, что-нибудь я куплю. Мост драконов – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Дананга. Днем это просто мост через реку Хан, а вот вечером он начинает работать на картинку. Подсветка постоянно меняется, переливается разными цветами, и именно в темноте он выглядит максимально эффектно. Но самое интересное, конечно же, это шоу, которое проходит по выходным. В определенное время дракон оживает, из пасти выпускают огонь, а затем струи воды. В этот момент вокруг собираются толпы людей, и мост превращается в полноценное зрелище. Так что, если хотите увидеть его во всей красе, лучше приходить сюда именно вечером. Шоу вот-вот начнется, здесь собралась просто толпа людей, просто толпища. Даже специальные, как я понял, туристические лодки, все вот эти с огнями, вы видите, они подплывают в нужное время, в нужный момент, чтобы оттуда люди смогли наблюдать шоу. Думаю, будет круто. Как вы видели сами, само шоу состоит из нескольких извержений огня и воды, и на самом деле оказалось не таким впечатляющим, как я себе его представлял. Ну что, друзья, шоу не ахти какое получилось. Дракон пару раз пернул огнем. Потом все это затушил водой, всех полил там пару минут, и все, на этом шоу закончилось. Я, конечно, расстроен, думал, что там больше будет каких-то более огней, там красочно весь мост будет окрашаться, какие-то фонтаны будут. А там все прошло очень быстро и не очень интересно. Ну а я двинул на рынок ночной. После шоу мы отправились на вечерний рынок, который находился поблизости. Там продавалась такая же мелочевка и сувениры, как и в Хаяне, да и к тому же было слишком много толпы. Немного погуляв и купив парочку сувениров, мы отправились в отель. Сегодня мы проснулись в 6:30 утра, конечно же, никто не выспался. Но это нужно обязательно было сделать, потому что мы направляемся в самый известный комплекс, один из известных комплексов Вьетнама. Это, конечно же, Bana Hills. Вы, наверное, уже видели в интернете фотографии с этого комплекса, где расположен там Golden Bridge, мост такой, который держится руками золотыми, такими большими, огромными в горах. Руки Бога называется. Вот туда мы сейчас направляемся. И все это я буду снимать и показывать. Мы стоим в очереди, ожидаем наш автобус. Оказывается, таксист высаживает на парковке, и потом нужно еще на автобусе куда-то ехать. Я предполагаю, надо ехать в сторону вот этих гор, где я вижу вот эти подъемники с кабинами. По дороге таксист нас завез в одну контору, мы там сразу заранее купили билеты, чтобы тут не стоять в очередях.
4 билета с завтраком нам вышли 160, примерно 160 евро. Цена для местных большая, так сказать, европейская цена. Надеюсь, что этот парк, эти аттракционы стоят этих денег. Мы уже, наверное, минут 10 идем по разным коридорам, чтобы наконец-таки на вагончике сесть, которые в горы поднимаются. Вот, кстати, отсюда их хорошо очень видно. Их 6 линий, оказывается. Здесь 5 или 6 линий на карте было. Даже не знаю, на каком первом мы поедем. Наверное, надо сразу ехать на Golden Bridge, пока там не толпы народа. Поднимаясь в кабинке по канатной дороге, нашему взору предстали чудесные виды на горы. Поднимались мы, друзья, по канатной дороге очень долго, наверное, минут 20. Поднялись вот сейчас в гору, если можно это горой назвать, скорее здесь холмы такие. Поднимались, как во французские Альпы, нам выдали такую карту. Огромный город здесь. Я не знаю даже, если мы за целый день успеем посмотреть все это детально. Мы приехали вот сюда, и теперь нам это все надо смотреть со знаменитым мостом с руками. Ну что, друзья, сейчас мы отправляемся осматривать этот прекрасный городок, расположенный на пике гор возле Таванга. Начинаем наш обзор. По-моему, на карте я видел, называется «Французская деревня». Бана Хиллз – это один из самых необычных и спорных комплексов рядом с Данангом. По сути, это огромный парк развлечений, построенный в горах на высоте больше 1400 метров. Поднимаются сюда по канатной дороге, и уже с этого момента начинается самое интересное. Эта канатка – одна из самых длинных в мире, ее длина более 5 километров, и подъем занимает около 15-20 минут. Наверху полностью искусственный город. Европейские улочки, замки, сады, храмы и тот самый золотой мост с гигантскими руками, который мы посмотрим чуть позже. Все выглядит очень необычно и немного нереально, как будто попал в декорации. Сам комплекс начали активно развивать в конце 2000-х годов, а основное строительство развернулось примерно с 2009 года. В проект вложили сотни миллионов долларов, и это чувствуется по масштабу. Первое, как я и говорил, у нас будет французская деревня. Интересно, что здесь построены соборы, имитация на настоящие соборы, которые мы можем встретить в Европе. Это очень круто сделано. Наверное, бюджет этого городка, всего Бахилс, просто колоссальный. Там исчисляется миллиардами инвестиций. После прогулки по французской деревне я решил пойти посмотреть азиатскую зону парка, где на пике холма стояла красивейшая пагода. Друзья, забыл вам сказать, что по кайфу здесь, это впервые за месяц, когда мы находимся во Вьетнаме, здесь очень приятная погода на пике горы, примерно, не знаю, там, наверное, 22-23 градуса, идеально для прогулок, не потеешь, свеженький воздух горный.
Просто кайф. А я вот поднялся как раз на самый пик этого городка. Написано, табличка вон там стоит. 1487 метров. Как я понял, это самая высшая точка. Отсюда видно весь, ну не весь, часть Бахилса этой деревни. Вот мы только что там были, французская деревня. А я решил подняться наверх этого храма, или как это, пагоды называется. Наверное, оттуда вид будет еще круче. Сейчас буквально через секунду покажу вам, что там. Вау. Красота. Просто красота. А отсюда видно Дананг. Кстати, вот он. Море, залив и Дананг. Просто божественно. И огромный колокол здесь. С визитом французской деревни и китайской мы закончили. И сейчас по планингу мы взяли карту. В карте написан идеальный маршрут для посещений. Мы направляемся в Фэнтези парк. Посмотрим, что там есть. Дальше мы отправились в зону парка, которая называется Фэнтезиленд. Это крытый развлекательный комплекс внутри Бана Хиллз. По сути, это огромный парк аттракционов, который занимает сразу несколько этажей. Здесь есть все: игровые автоматы, 4D кинотеатры, аттракционы, зоны для детей и даже небольшие американские горки. Каждый уровень со своими развлечениями, так что можно перемещаться между этажами и пробовать все подряд. Место больше рассчитано на семейный отдых, но и взрослым, и детям здесь есть чем заняться, особенно если хочется немного отвлечься от прогулок по самому комплексу. Мы решили прокатиться всем семьей на знаменитых здесь горках, но надо за них доплачивать 70 тысяч за человека. Только ребенок бесплатно вот здесь пристегивается, и по железным вот этим рельсам скатимся куда-то вниз. Вот они трое стоят, ждут своей очереди. А я с этой стороны встал, чтобы возможно словить их на камеру. Ну так, не очень интересно, конечно. Я катался в Альпах, такая плюс-минус такие же ощущения. Впереди человек тормозит меня. Ща я крикну: go, 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 go! Покидаем мы Fantasy Village, там провели, наверное, 1,5 часа, пока на всем покатались, все посмотрели. И что хорошо, многие аттракционы входят в цену, там 3D, 4D, всякие вот эти аттракционы. Ну, интересно. Ну, а мы двигаемся дальше, мы проголодались. А в билете у нас включен был обед. И мы сейчас пытаемся найти ресторанчик, в котором мы можем обедать. Найти ресторан оказалось непростой задачей, даже по карте. Мы потратили примерно 20 минут, чтобы найти его, попутно гуляя по парку и наслаждаясь красивыми видами и выступлениями артистов в разных его уголках. Захотелось чего-нибудь пожевать. Пожевать, сэр? Поклевать. Как? В общем, я проголодался. Еда в этом ресторане, буфет просто фантастическая, огромный выбор, как в 5-звездочном отеле. Я себе взял мой любимый фобо, уточку, роллы разные, все очень вкусно. Маша свой любимый взяла макароны болонез.
Плотно покушав, мы решили посетить еще одно место, которое называлось Лунный замок. Вот, кажется, это он, этот лунный замок. Ну, выглядит, конечно, красиво. Инвестиции, как я уже говорил, думаю, здесь колоссальные были. Вот это все построить в горах, я даже не представляю, сколько времени у них заняло это. А что это, интересно, Миро? Что ты видишь? Мы видим какой-то интересный коридор. Хотя какая связь замка из средневековья и всеми вот этими моторчиками? Мне очень интересно. Оказывается, друзья, здесь какой-то аттракцион опять. Мы сейчас станем в очередь. Вроде бы она небольшая. И поедем что-то смотреть интересное. Ты готов к приключениям? Да. Наша всегда готова. Она за любую движуху. А готов, будем смотреть фильм. Очень классно оказался аттракцион. Я на таком уже катался в Европа-парке. Вас на таких диване, на таком как бы в сферу вводят, по которому идет фильм, и вы полностью погружаетесь в вот этот полет в 3D, 4D, вот эту интеграцию. Вообще и детям, и Даше, и мне очень сильно понравилось. Один из лучших, наверное, здесь аттракционов. Ну а сейчас у нас осталось последнее место, куда мы надвигаемся, и это, конечно же, вишенка на торте нашего сегодняшнего дня. Это мост Golden Bridge. Иди в самое начало. Чтобы добраться до моста Golden Bridge быстро и не идти пешком, мы сели на небольшой трамвайчик, который случайно нашли на первом этаже лунного замка. Наконец, друзья, мы дошли до нашей последней точки, куда мы собирались весь день. Это, конечно же, Golden Bridge. Посмотрите эту красоту и судите сами, насколько это круто и красиво. В этот момент моя камера заглючила и отказалась снимать дальше. На этом съемки в парке были завершены. Погуляв по мосту, мы в полном восхищении поехали отдыхать в отель. Этот парк нам очень сильно понравился своим качеством и масштабом, поэтому однозначно советую к посещению. Сегодня с утра, хорошо выспавшись, мы решили съездить на полуостров, который я вам вчера показывал, с пляжа, где стоит огромная статуя. Называется она Леди Будда. И сейчас мы направляемся прямо сюда. Вызвав такси через приложение Grab, мы отправились смотреть этот духовный арт-объект. Дорога туда заняла примерно 15 минут от центра Дананга. На место это нас привез такси за 120 тысяч донгов, тоже получается сколько, 4 евро. Здесь мы заходим сюда и видим, что это такая прогулочная зона, прогулочный парк со всякими храмами, статуями, которые мы будем смотреть. Не знаю, сколько времени у нас на это уйдет, но еще по дороге сюда мы увидели здесь диких обезьян. Возможно, мы их встретим тоже сегодня.
Выходим мы здесь на главную площадку и смотрите, вот она красавица, вот эта статуя. Офигеть, какая она большая. Я посмотрел на Википедии, 67 метров, такая же почти как Гаруда Вишна на Бали, которая, по-моему, 75 была. Очень колоссальное строение и площадь очень красивая. С храмами, замками, сейчас все это посмотрим. Полуостров Сонтран – одно из самых красивых мест рядом с Данангом, где находится знаменитая статуя Леди Будда. Уже по дороге сюда видно, как город постепенно сменяется зелеными холмами и джунглями. Сама статуя действительно впечатляет. Ее высота около 67 метров, и это одна из самых высоких статуй Будды во Вьетнаме. Она стоит на территории пагоды Линь-Унг и смотрит в сторону моря, как будто защищая город от штормов и бедствий. С дрона особенно хорошо видно масштаб. Статуя буквально возвышается над всем побережьем, а вокруг зелень, горы и открытый вид на Дананг. В ясную погоду отсюда видно весь город, линию пляжа и даже те самые мосты в центре. Интересный момент. Внутри статуи находятся несколько уровней с алтарями и статуями Будды, но большинство приезжает сюда именно ради внешнего вида и панорамы. Сам полуостров Сонтран – это не просто туристическая точка, а настоящий природный заповедник. Здесь можно встретить и редких обезьян, а дороги проходят прямо через джунгли. Это место отлично показывает другой Дананг, не городской, а природный, с красивыми видами и ощущением пространства. И именно ради таких локаций стоит выбираться за пределы города. Ворота, с которых открывается вид на море, на океан. Очень красиво. Посмотрите, какой вид шикарный. Вот красавец Дананг, видно отсюда, где мы остановились. А здесь, вот здесь видно, где я пальцем указываю, это Хойян, где мы были в прошлой серии. И оттуда как раз мы видели Дананг. Логика, логично все. Прогуливаясь по парку, мы нашли место обитания диких обезьян, которые не обращают никакого внимания на туристов. Наблюдать за ними можно часами. Друзья, мы покидаем это прекрасное место. В общем и целом нам здесь очень понравилось. Красиво, не особо туристическое место. Есть что смотреть, красивые храмы. Сама эта Леди Будда, статуя огромная. Здесь потратили мы где-то 2 часа на обход. Попили кофейку. В общем, советую сюда ехать. Ну а мы едем дальше. Наступил один из новых замечательных дней нашего пребывания в Дананге. И сейчас мы решили поехать посмотреть военный музей. Называется музей Хо Чи Minh. Находится буквально здесь 3, наверное, километра от нашего отеля. Кстати, в самом Дананге очень много интересных мест смотреть. Много музеев. Есть какие-то мраморные горы. Там можно погулять в центре города, мосты посмотреть с каналами, но у нас на все это нет времени, иногда просто даже желания немного нет, хочется на пляже тоже полдня поваляться, поотдыхать, спортом позаниматься. Но если вы откроете Google Maps, сюда приедете, здесь можно, наверное, 2 недели кататься, разные места только в регионе смотреть Дананга. Я постараюсь снять только то, что интересно нам, а вы решайте сами. Мы подъехали к музею, вход очень дешевый, всего 2 евро, 60 тысяч донгов. И наша команда готова к посещению музея. На 1-й, 2-й рассчитайся. 2-й.
Третий ушел. Мы отправились в музей войны в Дананге. Место, которое сильно выбивается из всей остальной программы. Здесь уже не про виды и прогулки, а про историю и довольно жесткие вещи. Внутри собраны фотографии, техника, оружие и разные экспонаты времен Вьетнамской войны. Много материалов показывают события с местной точки зрения, и некоторые кадры действительно тяжело смотреть, без прикрас и фильтров. Отдельное внимание уделено последствиям войны, разрушениям, жертвам и тому, как это все отразилось на стороне. Это не развлекательное место и не то, куда идешь по фану, скорее возможность лучше понять, через что прошел Вьетнам. После таких локаций немного по-другому смотришь на все вокруг, особенно на города, которые сейчас выглядят спокойно и современно. Мы закончили наш визит внутри здания, была интересно рассказана история их сопротивления, их войны против американцев и так далее. Вышли теперь во двор, здесь интересные экспонаты, пушки, танки, самолеты стоят. Сейчас все это смотреть пойдем. Такое мне нравится. Во дворе музея выставлены образцы военной техники, танки, самолеты и другая техника времен Вьетнамской войны. Здесь можно, например, увидеть советские танки Т-54, которые активно использовались в боях, а также истребители МиГ-21, одну из основных боевых машин того времени. Эта техника не случайно оказалась во Вьетнаме. Значительная часть вооружения поставлялась Северному Вьетнаму при поддержке СССР, а также Китая и других стран социалистического блока. Речь шла не только о самих машинах, но и об обучении пилотов, техническом обслуживании и военной инфраструктуре. Если смотреть на эти экспонаты сегодня, становится понятней, с каким масштабом и ресурсами велась эта война. Это уже не про историю из учебников, а вполне конкретная техника, которая стояла за событиями тех лет. Более подробно к теме войны США и Вьетнама я вернусь в следующем выпуске. Но на этом наш день в Дананге подходит к концу. Дальше переносимся уже в следующий день. Сегодня мы решили оставить детей в отеле, снять байк с Дашей и отправиться на одно новое интересное место, которое я случайно нашел на Google Maps, находится на севере, на юге Дананга, называется Marble Mountain, это мраморные горы, там больше развлечения для взрослых, там вот трекинг, горы, пещеры небольшой, там на 2 часа. И сейчас мы направляемся прямо туда. Поехали! Скутеры. Здесь так смешно, спидометр работает. Не показывает скорость совсем. Прыгает стрелка. Всего каких-нибудь 15 минут, и мы добрались до места с ветерком. Кто любит кататься на байках, поймет этот кайф, особенно в Азии. Мы направляемся к входу, сейчас узнаем, что и как здесь работает. На кассе мы купили билетики, стоят вообще сущие копейки, даже меньше евро. Вот. На лифт мы, выбрали опцию, что надо подняться вот на этом лифту, на самый пик, и оттуда уже спускаться пешком. А есть люди, кто наоборот поднимается, кто любит сложности и трудности. Поднимается сначала на гору снизу, а спускается на лифте. Но мы выбрали более легкий путь. Самое интересное, с билетами нам дали какой-то сертификат, что это ЮНЕСКО. И много разных уже красивых фотографий. Сейчас мы это все, надеюсь, увидим своими глазами.
Чтобы подняться наверх горы, нам пришлось немного в очереди постоять, минут 10, но зато отсюда сразу, когда поднимаешься на лифте, вот здесь открывается великолепный вид вот на эти мраморные горы. Их, оказывается, тут несколько, но вход разрешен только на эту, на которой мы находимся. А с другой стороны здесь прекрасный вид на море и океан. На следующий день мы поехали смотреть Мраморные горы, одно из самых популярных мест рядом с Данангом. На деле это не одна гора, а сразу несколько холмов, и каждый из них символизирует свой элемент. Вода, огонь, дерево, металл и земля. Самое интересное здесь – это пещеры. Внутри некоторых из них расположены храмы, алтари и статуи, а свет попадает через отверстия в скалах, из-за чего все выглядит довольно необычно и местами даже немного атмосферно. Раньше здесь добывали мрамор, но со временем это ограничили, чтобы сохранить сами горы. Зато рядом до сих пор куча мастерских, где делают статуи и разные сувениры из камня. В целом место такое, вроде и природа, и храмы, и туристическая точка в одном, но при этом выглядит не как типичный парк, а что-то более разнообразное. Но чтобы все это увидеть, придется немножко попотеть. Подъем здесь это лестницы, ступеньки и еще раз ступеньки, а в жару это ощущается особенно неприятно. В какой-то момент начинаешь думать, что это уже не экскурсия, а легкая тренировка. Фу, вышли с первой пещеры, поднялись на пик какой-то. Вау, какой красивый вид здесь. Фу, ну жарко. А теперь посмотрели и будем спускаться. Интересно. Я думаю, мы приближаемся к последнему интересному месту здесь. Еще одной пещере. Очень-очень круто выглядит, очень. Посмотрите, сама пещера. И в ней, в таком вырезе, красиво стоит фигура буддийская. Очень круто. Это место просто бомбическое. Сейчас я вам покажу. Вот это. Посмотрите, как шикарно выглядит внутри пещеры. Огромная статуя, буддийский. Вау, вообще вышка, просто вышка. Не знаю, нравится ли вам такое или нет, а я просто в восторге. Здесь прикольное место такое, не знаю, ли это специально сделали или природа. Вот луч откуда-то идет из дырки, по-моему, вот из этой. И попадает прям сюда, и люди становятся, фоткаются возле статуи. Кайф вообще. Все, друзья, начинаем мы потихоньку спускаться вниз. Весь визит у нас занял около 2 часов. Вот здесь на спуске мы видим еще несколько пагод стоит для любителей посмотреть. Красивые строения. Место очень классное, особенно когда залазите в скалы. Там очень духовно. Чувствуется энергетика, там это много столетий назад сделано, даже непонятно, например, как на последних картах вы видели статую, как они туда внутрь скалы ее затащили, потому что там нет входа, как они ее делали. Как говорится, много вопросов, но мало ответов. Но место это советую всем. Ну а мы едем дальше. Друзья, сегодня наш предпоследний день в Дананге, откуда мы двигаемся дальше уже в Хошимин. И мы случайным образом нашли на Google Maps, тыкнул я случайно пальцем, что в Дананге есть хороший парк аттракционов, там хороший комментарий, почти 5 звезд. Находится он в центре города и называется Дананг Даунтаун. Сегодня я решил просто покататься сам по ночному Данангу, взял себе байк. Приехал в парк и сейчас жду детей, они еще не знают, что мы сюда пойдем, для них тоже это будет сюрприз. Я их жду на паркинге и потом будем заходить и снимать внутри.
Все, друзья, заходим мы в парк. Миро очень рад. Покажи радость на твоем лице. А ты покажи радость на твоем лице. Вот, больше всех радуется Маша. Билеты мы оплатил только что 4 билета с безлимитным катанием на каруселях. Вышло всего 30 евро на всех. Очень дешево. Еще тут есть, она еще остается от круга. А, Маша хочет показать, что есть колесо обозрения. Туда мы тоже пойдем. Дананг Даунтаун довольно неожиданное место, особенно после всех популярных локаций. Самое приятное – это количество людей здесь. Нет очередей и не нужно стоять по 30-40 минут. Можно спокойно подходить и кататься практически сразу. После популярных мест это ощущается особенно прекрасно. Сам парк очень аккуратный и ухоженный, с разными зонами. Есть аттракционы от спокойных до более экстремальных, прогулочные дорожки, кафе и места, где можно просто посидеть и передохнуть. При этом все довольно компактно и удобно расположено. Можно покататься, перекусить, пройтись или просто зависнуть на пару часов без какого-то четкого плана. И тут мы решили пойти на один из самых экстремальных аттракционов в парке – «Зеленая кобра». 2000 years later. С пылу, жару, интервью. Расскажите, как после «Зеленой кобры» вам понравилось или нет? Сердце. После полученных эмоций мы отправились дальше гулять по парку, и впереди у нас оставался один из главных аттракционов. Это, конечно же, колесо обозрения. Мы заходим на самое большое чертовое колесо в Дананге. Думаю, виды будут там просто шикарные. И кабинки смешные, такие круглые, не такие, как в Винперли были. А Даша боится высоты, я знаю. Сейчас будет спать всю дорогу. Какой красивый Дананг с высоты колеса. Нью-Йорк с Дубаем, с дубайской перемешанной. Мосты какие красивые. Друзья, мы покидаем этот прекрасный парк. Провели в нем мы где-то 2 часа, чуть больше, даже 3, наверное. Успели накататься на всех каруселях. Это было просто классно. И детям тоже понравилось. Тебе понравилось, Миро, скажи? Какой самый крутой аттракцион тебе понравился? Огромный. А, кобра, зеленая кобра он назвал. Самая страшная горка. Друзья, на этом наше путешествие по Данангу подходит к концу. Город оказался довольно разным, где-то интересным, где-то спорным, но точно не скучным. Мы посмотрели основные места, покатались, погуляли и в целом сложили свое впечатление об этом городе. Дальше нас ждут новые локации и новые города, так что если вам зашел этот выпуск, не забывайте подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующем видео. Пока!